Что происходит с детьми, которые убивают и смеются в ответ на пожизненный срок? 11-летний мальчик из Англии расстрелял 2 малышей и попросил судью сфотографироваться с ним на память. Девочка-подросток из Японии отрезала голову однокласснику и принесла ее к воротам школы, а на суде спокойно поправляла волосы. Это не выдумки и не кино, это реальные дела, которые перевернули представление о детстве и о том, на что способен человек в 12 лет. Вы думаете, что самые опасные дети в мире – это те, кто не понимал, что делает? Ошибаетесь. Некоторые понимали все до последней детали. Мэри Белл было 10 лет, когда она задушила первого ребенка. 4-летнего Мартина Брауна нашли в заброшенном доме в британском Ньюкасле в мае 1968-го. Полиция сначала решила, что мальчик случайно наглотался таблеток. Мэри пришла к матери Мартина на следующий день и спросила, можно ли посмотреть на тело. Когда женщина сказала, что Мартин мертв, девочка улыбнулась и переспросила: «Я знаю. Можно посмотреть на него в гробу». Через 2 месяца она задушила 3-летнего Брайана Хоу. На этот раз она вернулась к телу с ножницами и срезала мальчику волосы. Затем нацарапала на его животе букву «М». Следователи нашли в ее комнате записки, в которых она описывала убийство как игру. На суде Мэри смотрела на присяжных с интересом, будто наблюдала за скучным спектаклем. Когда огласили приговор, виновна в непредумышленном убийстве. Она не изменилась в лице. Ей было 11 лет. Совсем другая реакция была у Эрика Смита из американского штата Нью-Йорк. В 13 лет он заманил в лес 4-летнего Дерека Робла, задушил его, забил камнями и надругался над телом. На суде в 94-м Эрик плакал. Он просил прощения. Он говорил, что не понимал, что делал. Судья приговорил его к максимальному сроку для несовершеннолетних – 9 лет. Эрик выходил на условно-досрочное освобождение 8 раз, и 8 раз комиссия отказывала ему. Последний отказ был в 2022-м. Эксперты зафиксировали у него психопатические черты, которые не поддаются коррекции. Слезы на суде не изменили ничего внутри. В Норвегии в 94-м 6-летняя Синтия Хауген была забита до смерти 3 мальчиками 5 и 6 лет. Дети оставили ее тело на снегу и ушли домой обедать. Когда полиция опросила их, один из мальчиков сказал, что они просто играли. Норвежское законодательство не позволяло привлечь детей такого возраста к уголовной ответственности. Никто из 3 не был осужден. Норвежское общество было в шоке не от приговора, а от его отсутствия. Джордан Браун из Пенсильвании в 2009-м застрелил беременную невесту своего отца из детского охотничьего ружья. Ему было 11 лет. Он выстрелил в затылок спящей женщине, а потом сел в школьный автобус и поехал на уроки. Весь день он вел себя как обычно. Учителя не заметили ничего странного. Когда его арестовали, он спросил, успеет ли вернуться домой до темноты. Прокуратура требовала судить его как взрослого. Суды спорили об этом 6 лет. В итоге в 2015-м дело было прекращено из-за недостатка доказательств прямой вины именно Джордана. Каждый из этих случаев ломает одно и то же убеждение, что дети не способны на холодный расчет. Мэри Белл вернулась к телу с ножницами. Джордан сел в автобус через 10 минут после выстрела. Эрик Смит плакал на суде и продолжал считаться опасным 30 лет спустя. Реакция на приговор – это только видимая часть. То, что происходило до зала суда, оказывалось куда страшнее. Джон Венейблс и Роберт Томпсон вышли из торгового центра в Ливерпуле 2 февраля 1993-го, держа за руку 2-летнего Джеймса Балджера. Мальчик доверчиво шел между ними. Его мать отвернулась на несколько секунд у мясного прилавка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как 2 10-летних мальчиков уводят ребенка через стеклянные двери на улицу. Это была последняя запись, на которой Джеймс был жив. Они провели его через весь город пешком, около 4 километров. Несколько взрослых прохожих видели плачущего малыша и 2 мальчиков рядом. Один мужчина остановился и спросил, все ли в порядке. Венейблс ответил, что это их младший брат, который потерялся. Мужчина ушел. На железнодорожных путях за городом Венейблс и Томпсон забили Джеймса металлическим прутом, бросили в него кирпичи и оставили тело на рельсах. Тело нашли через 2 дня. На допросах оба мальчика вели себя по-разному. Томпсон отрицал все спокойно и методично. Он не плакал, не срывался, не противоречил сам себе. Следователи позже говорили, что допрашивать его было как разговаривать со взрослым, который заранее подготовился к каждому вопросу. Венейблс, напротив, рыдал, но его показания постоянно менялись. Когда следователи предъявили им записи с камер, Томпсон посмотрел на экран и сказал, что мальчик на записи выглядит как он, но это не он. Венейблс сломался через несколько минут и признался.
На суде в ноябре 93-го оба были признаны виновными в убийстве. Томпсон выслушал приговор без единого движения лицевых мышц. Судья назначил минимальный срок заключения — 8 лет. Британское общество требовало пожизненного. Мать Джеймса Балджера до сих пор публично выступает против освобождения обоих. Венейблс вышел на свободу в 2001 под новым именем и с новой личностью. В 2010 его снова арестовали за хранение материалов с изображением насилия над детьми. В 2017 он был арестован повторно по той же статье и приговорен к 3 годам и 4 месяцам заключения. Его новая личность снова была засекречена после освобождения. Томпсон, по данным властей, не нарушал условия освобождения и живет под охраняемой анонимностью. Отдельный случай — Сильвия Ликенс. В 65-м в американском Индианаполисе 16-летняя девочка была замучена до смерти соседкой и группой подростков, среди которых были дети от 10 до 15 лет. Один из участников, 12-летний Ричи Хоп, прижигал девочке кожу сигаретами и выжег на ее животе слова, раскаленной иглой. На суде Ричи сидел рядом с матерью и смотрел в стол. Когда его спросили, понимал ли он, что делал, он ответил: «Я просто делал то, что делали все». Его приговорили к 2 годам испытательного срока. Он не провел в заключении ни одного дня. Именно это отсутствие наказания стало вторым шоком для общества после самого преступления. Суд решил, что возраст и влияние взрослой соучастницы снижают его вину до минимума. Адвокат настаивал, что мальчик не инициировал насилие. Прокурор возражал. Ричи приходил добровольно снова и снова на протяжении нескольких недель. Ни разу не сообщил взрослым, ни разу не попытался остановить происходящее. Отсутствие раскаяния не всегда выглядит как улыбка в зале суда. Иногда оно выглядит как опущенный взгляд и фраза «я просто делал то, что делали все». На оглашении приговора Эндрю Голдену его мать закрыла лицо руками и опустила голову на стол. Рядом сидел ее сын, 11-летний мальчик в галстуке, и смотрел прямо перед собой, без слез, без дрожи в губах. Просто смотрел. 24 марта 98-го Эндрю Голден и его 13-летний друг Митчелл Джонсон расстреляли одноклассников на школьном дворе в Джонсборо, штат Арканзас. Они заранее натянули между деревьями веревку с рюкзаками, набитыми едой и боеприпасами. Митчелл активировал пожарную тревогу внутри школы, а Эндрю занял позицию в лесополосе с винтовкой. Когда дети и учителя вышли на улицу, оба открыли огонь. Погибли 4 ученицы и 1 учительница. Еще 10 человек получили ранения. Стрельба продолжалась меньше минуты. Оба были арестованы через несколько минут. Они пытались бежать через лес. У них нашли несколько единиц огнестрельного оружия, похищенных из дома деда Эндрю, и запасы еды на несколько дней. По закону штата Арканзас на тот момент несовершеннолетние не могли быть осуждены как взрослые, если им не исполнилось 14 лет. Оба получили максимально возможный срок. Содержание в учреждении для несовершеннолетних до достижения 21 года. Эндрю вышел на свободу в 21 год, Митчелл в 21 год и 3 месяца. Мать Эндрю плакала на каждом заседании. Эндрю не плакал ни разу. Психиатры, обследовавшие его, зафиксировали полное отсутствие эмпатии к жертвам. На вопрос о том, что он чувствовал, когда стрелял, мальчик ответил, что думал о прицеливании. Схожая картина наблюдалась в деле Клайва Гудмена, 12-летнего мальчика из британского Шеффилда, который в 85-м задушил 5-летнюю соседскую девочку Мари Уилкс в подвале жилого дома. Мать Клайва узнала о преступлении от следователей. До этого сын ни словом не обмолвился о случившемся. Она провела на суде все дни в слезах. Клайв сидел ровно, иногда оглядывался на публику с выражением легкого любопытства. Когда судья зачитал приговор, мальчик повернулся к матери и спросил, будут ли у него в учреждении свои вещи. Психиатры в таких делах фиксируют один и тот же паттерн. Ребенок физически присутствует в зале суда, слышит слова о смерти, о горе семей, о тяжести преступления и не регистрирует это эмоционально. Не потому, что боится показать слабость, а потому, что сигнал просто не проходит туда, где должен отзываться. Такое поведение отличается от взрослых психопатов именно отсутствием маскировки. Взрослый с психопатическими чертами, как правило, умеет имитировать нужные эмоции в нужный момент. Дети часто не понимают, что именно от них ожидается. Эндрю Голден не плакал не потому, что был сильным. Он не плакал, потому что не видел причины. После освобождения Митчелл Джонсон был арестован в 2006-м за хранение наркотиков и незаконное ношение оружия. Эндрю Голден сменил имя и, по данным американских СМИ, живет в одном из южных штатов. Его местонахождение засекречено. Семьи погибших в Джонсборо несколько раз подавали в суд с требованием раскрыть его личность. Суды каждый раз отказывали. Мать одной из погибших девочек сказала в интервью, что больше всего ее преследует не сам факт гибели дочери, а воспоминания о лице Эндрю в зале суда. «Он смотрел на меня один раз», — сказала она, — «без злобы, просто смотрел, как будто я была частью мебели».
Судья зачитывал приговор Натаниэлю Абрахаму почти 20 минут. 11-летний мальчик сидел в зале суда в Мичигане и рисовал. Не украдкой, не пряча листок под столом, открыто, методично заполняя страницу карандашными линиями. Когда судья закончил и объявил его виновным в убийстве второй степени, Натаниэль поднял голову, посмотрел на судью и снова опустил взгляд на рисунок. В октябре 97-го Натаниэль выстрелил из винтовки 38-го калибра в 18-летнего Ронни Грина, который стоял у магазина в Понтиаке. Расстояние составляло около 180 метров. Натаниэль стрелял наугад в сторону группы людей. Он не знал Ронни Грина, у него не было мотива в привычном понимании, он просто стрелял. Ронни умер в больнице через несколько часов. Прокуратура требовала судить Натаниэля как взрослого. Это означало бы пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Защита настаивала на том, что мальчик не понимал последствий своих действий. Судья выбрал третий путь. Натаниэль был осужден по законам для несовершеннолетних, что означало освобождение в 21 год вне зависимости от тяжести преступления. В 2004-м он вышел на свободу. Семья Ронни Грина узнала о его освобождении из новостей. Реакция подсудимого в момент оглашения приговора фиксируется в судебных протоколах крайне редко, но именно эти моменты становятся теми, которые запоминают все присутствующие в зале. Когда в 2006-м в Петербурге, Флорида, 14-летний Скайлар Де Леон выслушал решение суда о переводе его дела во взрослую юрисдикцию, он встал, отдернул рубашку и спросил конвоира, есть ли у того жвачка. Конвоир не ответил. Скайлар пожал плечами и сел обратно. Скайлар убил пожилую супружескую пару, которая наняла его для работы на своей яхте. Он привязал их к якорной цепи и сбросил в воду, чтобы завладеть яхтой. Оба утонули. Скайлар был осужден и приговорен к смертной казни уже как взрослый. Его дело рассматривалось в двух параллельных процессах. Он находится в камере смертников по сей день. Особое место среди реакций на приговор занимает случай Джошуа Филлипса из Джексонвилла, Флорида. В 14 лет он убил 8-летнюю соседку Меган Кенка, заманил ее домой, ударил битой, а затем спрятал тело под своей кроватью. Тело пролежало там 8 дней. Мать Джошуа нашла его случайно, убирая в его комнате. Все это время Джошуа ходил в школу, обедал с семьей и участвовал в поисках пропавшей девочки. На суде в 99-м, когда судья объявил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, Джошуа заплакал. Его адвокат обнял его за плечи, мать закричала, отец сидел неподвижно. Журналисты в зале зафиксировали, что слезы Джошуа начались ровно в тот момент, когда судья произнес слово «пожизненное». Не раньше и не позже. Психиатр обвинения на следующий день сказал в интервью одной из флоридских газет, что слезы в таких случаях не являются признаком раскаяния. Они являются признаком осознания последствий для себя. Джошуа Филлипс до сих пор находится в заключении. Он неоднократно подавал апелляции, указывая на то, что был несовершеннолетним на момент преступления. Верховный суд США в 2012-м запретил обязательные пожизненные сроки для несовершеннолетних. Флоридские суды пересматривали его дело дважды. Оба раза приходили к одному выводу: Джошуа Филлипс должен оставаться за решеткой. Натаниэль Абрахам, который рисовал в зале суда, был арестован повторно в 2008-м за хранение наркотиков с целью сбыта. Судья, который когда-то выбрал для него мягкий путь, к тому времени уже вышел на пенсию. Когда судья произнес последнее слово приговора, в зале наступила тишина. Все смотрели на Синтию Элизабет Мозес, 13-летнюю девочку из Техаса, которая в 2003-м задушила свою 6-летнюю сводную сестру подушкой, пока та спала. Синтия сидела прямо, сложив руки на столе. Прошла секунда. Потом она повернулась к своему адвокату и спросила, можно ли ей теперь позвонить домой. Адвокат не ответил. В зале кто-то из родственников жертвы начал плакать. Синтия снова повернулась к судье и уточнила вопрос. Она хотела знать, дадут ли ей телефон до того, как ее отвезут в учреждение. Судья смотрел на нее несколько секунд, прежде чем ответить. Этот эпизод не попал в крупные федеральные СМИ. Дело рассматривалось на уровне окружного суда. Но именно такие детали, зафиксированные в протоколах и показаниях очевидцев, дают наиболее точную картину того, что происходит в голове у ребенка, совершившего тяжкое преступление. Суд для нее был административной процедурой. Следующим логичным шагом был телефонный звонок. В 2014-м в Висконсине 12-летние Морган Гейзер и Аная Вейер заманили одноклассницу Пейтон Лойтнер в лес и нанесли ей 19 ударов ножом. Пейтон выжила. Ее нашли истекающей кровью на обочине дороги. На суде поведение двух девочек было полярным. Аная плакала на протяжении всего процесса, закрывала лицо руками, не могла говорить без срывов. Морган сидела спокойно, давала четкие ответы на вопросы, несколько раз поправляла волосы. Когда объявили приговор, 40 лет в психиатрическом учреждении с возможностью пересмотра, Морган кивнула, как будто услышала расписание автобусов. Следователи установили, что именно Морган была инициатором нападения. Она планировала убийство несколько месяцев, вела записи в дневнике и выбирала место. Аная следовала за ней.
На допросах Морган объясняла мотив с пугающей логичностью. Она хотела доказать существование вымышленного персонажа из интернета, принеся ему жертву. Она не считала это безумием. Она считала это планом. Психиатрическая экспертиза признала Морган невменяемой. Она была осуждена и приговорена к 3 годам в учреждении для несовершеннолетних, затем переведена на условный срок. В 2021 она дала интервью, в котором сказала, что каждый день думает о том, что сделала. Морган интервью не давала. По данным суда, она продолжает лечение. Секунда тишины после приговора – это момент, когда система ждет от человека реакции. Слез, слов, жеста, чего-то, что покажет. Он понял, он почувствовал. В большинстве дел с детьми-преступниками эта секунда заканчивается не тем, чего ждут. В 93-м в Ливерпуле, когда председатель суда огласил приговор Роберту Томпсону, в зале раздались крики с галерки. Люди вскочили с мест. Охрана выводила кричащих родственников. Томпсон в этот момент смотрел на свои руки. Не на судью, не на толпу, не на камеры. На свои руки. Один из охранников позже сказал журналисту, что мальчик в тот момент выглядел так, будто пытается вспомнить, не забыл ли он что-то дома. Именно эта деталь, куда смотрит ребенок в момент приговора, стала предметом отдельного исследования британских криминальных психологов в 2000-х. Они проанализировали записи 23 судебных процессов над несовершеннолетними убийцами. В 17 случаях из 23 подсудимый в момент оглашения приговора смотрел не на судью. Он смотрел на какой-то нейтральный объект в зале. Стол, руки, стену. Психологи назвали это визуальным уходом, непроизвольной реакцией психики, которая отказывается обрабатывать происходящее как нечто, имеющее к ней отношение. Синтия Мозес спросила про телефон. Морган Гейзер кивнула. Роберт Томпсон смотрел на руки. Каждый из них провел в зале суда одну и ту же секунду тишины, и каждый потратил ее по-своему. Кипа Кинкела ввели в зал суда в наручниках. 15-летний подросток из Орегона убил обоих своих родителей дома, а на следующий день пришел в школу Тёрстон и открыл огонь в столовой. 2 учеников погибли, 25 получили ранения. Когда его повалили на пол и скрутили, он кричал, чтобы его застрелили. На заседании в 99-м, когда судья огласил приговор, 111 лет без права на досрочное освобождение, Кипа встал и попросил слова. Судья разрешил. Кипа повернулся к семьям погибших и начал говорить. Он говорил 20 минут. Он называл имена тех, кого убил. Он описывал, что чувствовал в тот день. Он сказал, что слышал голоса, которые приказывали ему стрелять, и что он ненавидит себя за то, что слушался их. В какой-то момент он начал рыдать так, что не мог продолжать. Зал молчал. Одна из матерей погибших встала и сказала: «Я не верю тебе, ты актер». Другая мать, Линда Фрисби, чей сын выжил после ранения, сказала позже журналистам, что верила каждому слову. «Он не играл», — сказала она. «Это было настоящее». 2 человека в одном зале, одна речь, 2 противоположных вывода. Психиатрическая экспертиза зафиксировала у Кипа параноидное расстройство с галлюцинациями. Это не отменило приговора, но объяснило механику произошедшего. Кипа Кинкел до сих пор находится в заключении в Орегоне. В 2022 суд отказал ему в пересмотре дела. Совершенно другую реакцию зал увидел на процессе над Ледо Пауэллом, 14-летним мальчиком из Детройта, который в 2009 застрелил соседа из-за спора о велосипеде. Когда судья зачитал решение о переводе дела во взрослую юрисдикцию, Ледо засмеялся. Не нервно, не истерически. Коротко и отчетливо, как будто услышал удачную шутку. Затем он посмотрел на своего адвоката и сказал вполголоса, но достаточно громко для протокола: «Серьезно?» Конвоир взял его за плечо. Ледо перестал смеяться так же резко, как начал. Мать жертвы, сидевшая в 3 метрах от него, встала и вышла из зала. Пристав зафиксировал инцидент в протоколе. Адвокат Ледо позже объяснял смех нервным срывом и диссоциативной реакцией на стресс. Прокурор в ответной речи сказал, что именно эта секунда смеха показала суду все, что нужно было знать о подсудимом. В Японии в 97-м 14-летний подросток, известный в прессе как Сакакибара, его настоящее имя было засекречено по японскому законодательству, убил 2 детей и подбросил голову одного из них к воротам школы с запиской, в которой объявлял войну системе образования. На суде он сидел с абсолютно нейтральным выражением лица на протяжении всего процесса. Когда огласили решение о направлении в закрытое воспитательное учреждение для несовершеннолетних, он поклонился судье. Именно этот поклон, формальный, точный, абсолютно японский по форме, заставил замереть весь зал. Это был не жест раскаяния. Это был жест человека, который закончил одно дело и готов перейти к следующему. Он вышел на свободу в 21 год. В 2015 опубликовал книгу воспоминаний под псевдонимом. Японское общество было возмущено.
Издательство получило тысячи писем с требованием прекратить продажи. Книгу не запретили. Она вошла в списки продаж. Реакция, которая шокирует зал, не всегда громкая. Иногда это смех длиной в 2 секунды, иногда это безупречный поклон. Иногда 20 минут слез, после которых половина зала все равно не верит ни одному слову. Зал каждый раз ждет чего-то понятного, чего-то, что можно опознать как человеческое. И каждый раз получает что-то, что не вписывается ни в одну из ожидаемых категорий. Джошуа Филлипс смотрел на судью спокойно. Эндрю Голден смотрел прямо перед собой. Роберт Томпсон смотрел на руки. Но ни один из них не смотрел так, как смотрел Эрик Эдгар Кук. И Эрик Кук был взрослым. Среди детей есть один случай, после которого судебные психологи изменили протоколы работы с несовершеннолетними подсудимыми. Этот случай произошел в Бразилии в 2003-м. 13-летний Мариус Феррейра убил 3 членов своей семьи: мать, отчима и 7-летнюю сестру. Ночью, пока те спали. Орудием послужил кухонный нож. После убийства он вымыл руки, переоделся и лег спать в своей комнате. Утром соседи вызвали полицию, услышав тишину там, где обычно было шумно. Мариус открыл дверь сам. Он был в школьной форме и держал в руках портфель. На допросе он отвечал на все вопросы. Подробно, последовательно, без противоречий. Он объяснил, что отчим бил его и мать на протяжении 3 лет, что в ту ночь отчим снова ударил мать. Что он принял решение. Следователь спросил, почему он убил и сестру. Мариус ответил, что она проснулась и увидела его. Он не мог оставить свидетеля. Он произнес это таким тоном, каким объясняют решение математической задачи. Судья, рассматривавший дело, запросил расширенную психиатрическую экспертизу. Эксперты работали с мальчиком 4 месяца. Их заключение содержало формулировку, которую потом цитировали в десятках научных работ. Подэкспертный демонстрирует полное понимание социальных норм и полное отсутствие их интернализации. Простыми словами, он знал все правила. Он просто не чувствовал, что они имеют к нему отношение. На финальном заседании, когда судья огласил решение о помещении в закрытое психиатрическое учреждение до совершеннолетия, Мариус поднял глаза. Судья потом говорил об этом взгляде в нескольких интервью на протяжении многих лет. «Он смотрел на меня без злобы, без страха, без интереса», — сказал судья. «Он смотрел на меня так, как смотрит на дорожный знак. Воспринимал информацию, не более». Именно после этого дела бразильские суды ввели обязательное психологическое сопровождение для всех несовершеннолетних подсудимых по тяжким статьям не для защиты ребенка, а для защиты всех участников процесса от того, что происходит, когда никто не понимает, с кем именно разговаривает. Мариус вышел из учреждения в 18 лет. Дальнейшая его судьба не отслеживалась публично. Но самым задокументированным случаем взгляда, который изменил понимание детской преступности, остается японское дело Сатоко Кобаяши, 11-летней девочки, которая в 2004-м убила одноклассницу прямо в школьном классе, нанеся ей множественные порезы канцелярским ножом. Это произошло в городе Сасебо. Жертвой была 12-летняя Карина Уэки. На допросе Сатоко объяснила мотив. Одноклассница написала о ней что-то обидное в интернете. Следователь спросил, считает ли она, что это была достаточная причина. Сатоко ответила: «Для меня – да». Не агрессивно, не вызывающе, просто как факт. Видеозапись допроса была засекречена японскими властями. Но все, кто ее видел, следователи, психиатры, судьи, описывали одно и то же. Глаза девочки во время разговора не выражали ничего из того, что ожидаешь увидеть. Ни раскаяния, ни страха, ни злости. Только внимание. Чистое, незамутненное внимание к происходящему разговору, как будто речь шла не о смерти другого человека, а о чем-то нейтральном и решенном. Сатоко была направлена в закрытое учреждение. Сроки ее содержания и дальнейшая судьба засекречены по японскому законодательству о защите несовершеннолетних. Взгляд — это единственное, что нельзя проинструктировать. Адвокат может научить ребенка, что говорить. Родитель может научить, как сидеть. Но то, что стоит за глазами в момент, когда зачитывают приговор, это не поддается репетиции. И именно поэтому все, кто присутствовал на этих процессах, помнят не слова. Они помнят взгляд. Мэри Белл вышла из заключения в 19 лет. Ей дали новое имя, новый город, новую жизнь. Она родила дочь. Дочь выросла, не зная, кто ее мать. Когда британские таблоиды раскрыли личность Мэри в 98-м, суд выдал запрет на публикацию любых данных, которые могли бы привести журналистов к ее дочери. Дочь узнала правду из газет в тот же день, что и все остальные. Это и есть ответ на вопрос из начала. Что происходит с детьми, которые убивают и смеются в ответ на приговор? Одни выходят на свободу и нарушают закон снова, другие исчезают под новыми именами. Третьи остаются за решеткой десятилетиями, подавая апелляцию за апелляцией.
Но ни один из них не возвращается в то, что было до. Детство заканчивается не в момент преступления. Оно заканчивается в момент, когда судья произносит последнее слово приговора. И все в зале понимают, что перед ними уже не ребенок, что бы ни говорил закон о возрасте. Джон Венейблс был арестован трижды после освобождения. Роберт Томпсон живет под охраняемой анонимностью и, по данным британских властей, не нарушал условий освобождения ни разу. Два мальчика, совершивших одно преступление вместе, прожили после него абсолютно разные жизни. Это не вписывается ни в одну простую теорию о природе детской жестокости. Натаниэль Абрахам, который рисовал в зале суда, пока ему зачитывали приговор за убийство, вышел на свободу в 21 год. Через несколько лет его арестовали за наркотики. Эндрю Голден, который не проронил ни слезы, пока его мать рыдала рядом, сменил имя и живет где-то на американском юге. Кипа Кинкел, который плакал 20 минут и называл имена убитых, до сих пор сидит в орегонской тюрьме. И половина зала тогда все равно не поверила его слезам. Система правосудия в отношении детей-преступников устроена на противоречии, которое никто не может разрешить. С одной стороны, убеждение, что дети способны измениться, что мозг подростка не сформирован окончательно, что наказание должно исправлять, а не уничтожать. С другой, конкретные лица в конкретных залах суда, которые смотрят на судью как на дорожный знак, рисуют карандашом, пока им зачитывают срок, и спрашивают про телефон сразу после оглашения приговора. Верховный суд США запретил обязательные пожизненные сроки для несовершеннолетних в 2012-м. Европейский суд по правам человека неоднократно выносил решения против содержания детей в условиях взрослых тюрем. Международные конвенции о правах ребенка прямо указывают: несовершеннолетний преступник прежде всего ребенок. Но семьи Джеймса Балджера, Меган Кенка, Карины Уэки и десятков других жертв задают один и тот же вопрос, на который у международных конвенций нет ответа. А наш ребенок, он кем был? Самый точный факт во всей этой теме. Ни приговор и ни преступление. Если вам интересно, как система правосудия справляется с подростками, которые иногда ведут себя как персонажи из фильмов ужасов, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше историй, которые заставят задуматься. А не пора ли нам читать больше, чем просто заголовки? Ссылка в описании. Самый точный факт — это то, что происходит через 20 лет. Мэри Белл написала книгу и получила за нее гонорар. Семьи жертв подали в суд, чтобы деньги изъяли. Сатоко Кобаяши засекречена настолько, что японские СМИ не могут подтвердить даже факт ее освобождения. Скайлар Дель Леон сидит в камере смертников и пишет апелляции. Джошуа Филлипс сидит в камере и тоже пишет апелляции. Роберт Томпсон живет где-то в Британии под чужим именем и, возможно, прямо сейчас стоит в очереди в магазине рядом с кем-то, кто понятия не имеет, кто находится рядом. Вначале был вопрос, что происходит с детьми, которые убивают и улыбаются судье. Ответ таков: они становятся взрослыми, некоторые опасными, некоторые нет. Система не умеет надежно отличить одних от других. И именно поэтому одни из них сейчас на свободе.